Привет! Это Анатолий Акапарцфаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 21 выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 17 глава, которая называется «Гроза разразилась». В этом эпизоде мы увидим Торина в его самой нижней и самой высшей точке развития. Узнаем, что все усилия Бильбо все-таки пошли прахом, что, тем не менее, не означает окончательного крушения всех надежд. Итак, после ночной вылазки Бильбо и его отчаянного плана, утром в лагере раздаются звуки труп, и гонец объявляет, что обстоятельства переменились, и просит о переговорах. В своем высокомерии Торин даже не сомневается, что эльфы и люди узнали о подходе войска Дайна и готовы на уступки, и поэтому он чувствует себя хозяином положения и горделиво приказывает им явиться малым числом и без оружия. Поэтому, когда его спрашивают, не передумал ли он оскорблен. Он настолько уверен в своих силах, что даже не может представить себе любой другой сценарий развития событий. А когда он вместо этого видит Аркенстоун, он потрясен и разъярен. Он обвиняет их в воровстве и заявляет, что это несправедливо — выкупать свою собственность. Он, конечно, забывает о том, что он сам удерживает драгоценности Гириона, предка Барда. В своей сосредоточенности на себе он видит только то, что остальные ему должны, но не замечает, что он должен другим. Это вообще наша характерная черта — применять стандарты только в одну сторону, видеть несправедливость, совершенную по отношению к нам, и потом ею оправдывать наше ответное поведение к другим. Когда же он узнает, как Аркенстоун попал к ним, он мгновенно направляет весь свой гнев на Бильбо, и только просьба Гэндальфа не калечить его взломщика останавливает его от непоправимых действий. Хотя даже слова Гэндальфа не возвращают его к реальности. В власти драконовой болезни он и его обвиняет, что тот сговорился с его врагами и что все против него. Отдышавшись и немного оправившись от шока, Бильбо пытается объясниться. Во-первых, он напоминает о 1/14 части, на которую он имеет право. Далее он поддевает Торина. Конечно, мне говорили, что гномы бывают подчас любезнее на словах, чем на деле. Это намек на слова Смауга. Помните, он пытался пошатнуть доверие Бильбо к гномам? Ты, видимо, рассчитываешь на хорошее вознаграждение? Как бы не так. Радуйся, если вообще уцелеешь. Тогда Бильбо стоило огромных усилий не усомниться в гномах. А Торин впоследствии говорил: что же касается доли господина Бэггинса, которому мы премного обязаны, то я горячо уверяю его в том, что как только нам будет что делить, ему будет предоставлена возможность самолично отсчитать себе 14-ю часть сокровищ. Хоббит продолжает: «Было же время, когда ты искренне считал, что кое-чем обязан мне, а теперь, оказывается, я крысиное отродье». Тем не менее, Торин уже не способен слышать никаких увещеваний. Он все видит через призму своей обиды и жалости к себе. Он говорит, что его предали, объявляет конец их дружбе и обещает отдать золото попозже, когда отсчитаем. И мы видим, что даже в эту минуту Торин надеялся, что с помощью Дайна ему удастся отбить Аркенстоун, не заплатив за него обещанного выкупа. Здесь мы видим Торина в его самой низкой точке. Не только Гэндальф говорит, что такие поступки не красят короля под горой, но и многие гномы в душе устыдились, что они так некрасиво расстаются с Бильбо. Но даже не это самое грустное. Бильбо надеялся, что, может быть, хотя бы таким путем можно будет худо-бедно положить конец распре и отвратить кровопролитие. И он делает все, что в его малых хоббитских силах. К сожалению, иногда даже всех наших малых усилий бывает недостаточно, чтобы положить конец вражде и насилию, даже в сказке. Но хочет ли Толкин тем самым сказать, что Бильбо не стоило пытаться? Конечно же нет. Бильбо дает Торину еще один шанс изменить свое поведение, и это никогда не стоит считать напрасной попыткой. Хоть в конце концов каждый человек или гном волен после этого принять свое решение. На следующее утро после неудачных переговоров к долине Дейла подходит войско Дайна. Прибывший парламентер спрашивает эльфов и людей: «Кто вы такие?
«Зачем стоите вы лагерем в этой долине, словно противник, осаждающий крепость?» Автор затем переводит с дипломатического языка на нормальный. «Вам здесь делать нечего, мы все равно пройдем, так что убирайтесь или приготовьтесь к бою». Конечно же, Барт не пропускает их, потому что понимает, как только войска гномов соединятся, они смогут удерживать осаду практически бесконечно долго. Король эльфов предпочитает тянуть время и не ввязываться в битву, но не учитывает ярость гномов от одной только мысли о том, что Аркинстон находится в руках врагов. И Дайн бросает свое войско в атаку. И тут внезапно на поле битвы появляются тучи летучих мышей и гоблины на варгах. Как уже говорилось, после смерти Смауга весь мир пришел в движение, и гоблины не были исключением. К сожалению, иногда только появление общего врага, еще более серьезной угрозы, может заставить прежних соперников сотрудничать друг с другом. Эта битва с самого начала называется автором «Битвой 5 армий», так что мы понимаем, что перед нами одно из эпохальных событий в истории Средиземья. Бильбо потом даже с удовольствием вспоминает о своем участии в нем, хотя автор сразу же снижает пафос и говорит, что вся его роль в битве сводилась к тому, чтобы надеть кольцо, исчезнуть и постараться выжить. Для таких героических событий наш хоббит, как и большинство из нас, не приспособлены. Самое большее, что мы часто можем сделать, это забрести на краешек героического мира и попытаться внести свой маленький вклад в большие события. Участие же в кровопролитных битвах... Толкин знает, что это значит в реальности. Большинство его друзей погибло в мясорубке Первой мировой войны, а он сам уцелел только чудом. Толкин довольно подробно описывает эту битву, показывая, как то и дело сменяется расклад сил, и чем дальше, тем меньше остается надежды. Сначала мнилась победа уже близка, но... Потом победа ускользала, потом на короткое время гоблины терпели поражение, но в конце концов противник снова теснит эльфов, людей и гномов. Интересно отметить, что в ходе этой битвы мы видим, что пророчество о том, что из горы хлынут реки злата, исполнилось, хотя бы и в переносном смысле. Когда Торин, наконец, выходит на подмогу сражающимся, в наступавших сумерках его доспехи сияли, словно золото в затухающем горне. И дело тут даже не в визуальном эффекте, который производит его кольчуга. Король под горой преображается. В отчаянной ситуации, как в горниле, его душевные качества преображаются и очищаются, как золото, приобретая былое достоинство. Это, конечно, не оправдывает страданий, которые приносит война. Мы смотрим на это глазами Бильбо, для которого такие понятия, как славная смерть, звучат фальшиво. Уж лучше бы старина Смауг так и лежал себе на этих проклятых сокровищах. А то ведь теперь не достанутся этим гнусным тварям. А бедный толстяк Бомбур, и Балин, и Тилис, Фили, и все прочие гномы, и Барт, и озерные люди, и веселые эльфы — все погибнут. Вот невезение. Много песен слыхал я о разных битвах, и все-то мне казалось, что даже поражения бывают славными. А тут как-то скверно получается, если не сказать ужасно. Здесь наш хоббит выражает неприятие автором тех грандиозных геополитических целей, ради которых издеваются войны, и ставит на первое место ценность обычной человеческой жизни. Но все-таки заканчивается эта глава тем, что Толкин назвал F-катастрофой, благой катастрофой, счастливым концом в, казалось бы, безнадежном положении. И дело здесь не только в том, что сказка должна иметь счастливое завершение, но и в мировоззрении Толкина, на которое оказывало влияние его христианская вера. Состояние человечества безнадежно, и история человеческой жизни Иисуса Христа тоже, казалось бы, оканчивается великой неудачей. Но когда кажется, что все потеряно, происходит воскресение, которое дарит надежду всему человечеству. В письме к сыну Кристоферу в 1944 году он написал об этом ощущении. Особое воздействие его объясняется тем, что чувство это внезапный отблеск истины. Все твое существо, скованное материальными причинно-следственными связями, этой цепью смерти, внезапно испытывает глубочайшее облегчение, как если бы вывихнутая рука или нога внезапно встала на место. Все твое существо вдруг понимает:
Если история обладает литературной истинностью на вторичном плане, вот оказывается, как на самом деле оно все действует в великом мире, для которого мы созданы. В этом же письме он продолжает. «Я понял, что «Хоббит» и в самом деле хорошая история, когда, перечитывая книгу, после того, как она как следует отлежалась, и я смог от нее абстрагироваться, я внезапно ощутил довольно сильное эвкатастрофическое чувство от восклицания Бильбо. «Орлы! Орлы летят!» Здесь мы немного переведем дух после такого неожиданного поворота событий. С вами на прямой связи из «Одинокой горы» был Анатолий А.К. Парцефаль. В следующем эпизоде мы узнаем, как все-таки закончилась битва 5 армий. Вместе с Бильбо попрощаемся с несколькими героями нашей истории и потихоньку начнем путешествие обратно к нашей обычной жизни. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Пания Сулея. Попутного ветра.